13 апреля 1912 года на борту «Титаника» царила атмосфера праздника. Корабль, величественный и современный, отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. На палубе собрались пассажиры, многие из которых надеялись на удачу и новые возможности. Но вскоре все изменится. В этот же день в Атлантическом океане, сотни миль от берега, находился айсберг величиной с многоэтажный дом. Его холодная гладкая поверхность сильно контрастировала с ярким небом. Он движется медленно, но неумолимо в сторону курса «Титаника». Часом позже, в 11 часов 40 минут, корабль столкнется с этим ледяным великаном, и это столкновение станет одним из самых известных в истории. Водный поток с глухим треском поглотил правый борт «Титаника», оставляя за собой трещины и разрушения. Пассажиры не сразу поняли, что происходит. Первое время они считали, что это всего лишь небольшой инцидент. Однако уже через несколько минут инженеры и члены экипажа начали осознавать масштабы бедствия. На дне корабля в забеременной каюте вода уже начала подниматься. Капитан Эдвард Смит, опытный моряк, принял решение о срочной эвакуации. Лебедки начинали опускать шлюпки, но панику на палубе было трудно контролировать. Женщины и дети спешили к спасательным шлюпкам. Многие не понимали, что впереди ждет настоящая катастрофа. Ветер усиливался, поднимались волны, и «Титаник» начал медленно уходить на дно. Спасательные шлюпки оказались недостаточны для всех пассажиров. На борту было более 2000 человек, но количество спасательных средств позволяло спасти лишь несколько сотен. Женщины с детьми пытались попасть в шлюпки, но многие мужчины из-за традиций не имели права сесть в спасательные лодки. Крики и плач заполнили пространство, когда корабль наклонился. Пока «Титаник» терпел бедствие, в океане был еще один наблюдатель — айсберг. Он оставался неподвижным, как будто зная, что стал причиной этой трагедии. Спустя несколько часов после столкновения «Титаник» окончательно ушел на дно, поглотив жизни более 1500 человек. Этот айсберг стал символом катастрофы, которая всколыхнула мир. Спасательные операции начались немедленно, но противостояние стихии и ледяных вод продолжалось. Были подняты вопросы о безопасности мореплавания. Ученые и исследователи заговорили о необходимости изучения айсбергов, их поведения и о возможных катастрофах в будущем. Этот инцидент стал не просто историей одной трагедии, а началом глобального расследования, которое переосмыслило подходы к морской навигации. Айсберг, который поглотил корабль, стал не просто одной из страниц истории, а началом множества вопросов о природе, морских путях и их таинственном воздействии на человека. Вскоре мир столкнется с новыми угрозами, о которых даже не подозревал. Спустя несколько десятилетий после катастрофы с «Титаником» в океанах начали фиксировать тревожные изменения. Исчезновение островов и затопление городов стали повсеместными явлениями. В начале 90-х годов в Тихом океане находился остров Тонга. В 1991 году местные жители заметили, что уровень воды вокруг острова значительно повысился. К 1996 году под водой оказалась почти половина его территории. Местные рыбаки больше не могли выходить в привычные районы ловли, так как их места были затоплены. В это же время в Карибском море группа островов, известная как Бахамские острова, также начала исчезать. В 1996 году на одной из пляжных линий зафиксировали первую серьезную потерю земли. Туристы, наслаждавшиеся белоснежными пляжами, стали свидетелями того, как вода постепенно поглощала их. Местные власти начали паниковать, когда осознали, что их любимое место отдыха теряется навсегда. Исчезновение островов не ограничивалось только тропиками. В Северном Ледовитом океане под толщей льда начали всплывать древние затонувшие города. В 1998 году группа археологов наткнулась на руины неизвестной цивилизации в ходе подводного исследования. Эти руины, вероятно, относились к затонувшему городу, который когда-то был домом для тысяч людей. Подводные исследования показали, что некогда процветающие города, такие как Атлантида, скрыты под миллионами кубических метров воды, и их остатки постепенно становятся доступными для изучения. С каждым годом ученые связывали исчезновение суши с глобальным потеплением. В 2005 году на международной конференции в Копенгагене климатологи представили данные о возможном повышении уровня океана на 1 фут к 2030 году.
В это время карты побережий начали меняться, и многие страны начали готовиться к изменению ландшафта. Социальные последствия исчезновения земель становились все более острыми. Тысячи людей лишались своих домов и источников средств к существованию. В поисках убежища они мигрировали в другие регионы, вызывая новые конфликты и напряжения. Наиболее остро это ощущалось в Европе и Азии, где местные жители испытывали недовольство из-за наплыва беженцев. В 2008 году в Индийском океане исчезли 3 маленьких острова с рыбацкими деревнями. Их жители оказались без жилья и средств к существованию, и их судьба привлекла внимание международных организаций. Каждый такой случай подчеркивал необходимость поиска решений для предотвращения этих природных катастроф. Наблюдая за этими явлениями, даже самые скептически настроенные ученые начали осознавать, что мир стоит на пороге катастрофы. Вопрос не в том, произойдет ли что-то, а когда это случится. Исчезновение островов и затопление городов стали предвестниками глобальной угрозы, и человечество должно было столкнуться с последствиями своих действий. В то время как ученые продолжали фиксировать увеличение уровня океана, они столкнулись с еще более странными и необъяснимыми явлениями. В 1000 километрах от побережья в глубинах Атлантического океана начали происходить аномальные изменения. Сначала это были незначительные колебания температуры воды, но вскоре они привели к неожиданным последствиям. В 2009 году группа исследователей, проводившая подводные наблюдения, обнаружила неподалеку от Бермудского треугольника необычные образования. Они представляли собой огромные подводные горячие источники, которые выбрасывали в воду облака пара и пузырьков газа. Исследования показали, что эти источники выделяют метан, который, по мнению ученых, мог вызвать изменения в экосистемах. Параллельно с этим в разных частях мира фиксировались случаи внезапных исчезновений рыбы и других морских обитателей. Ученые заподозрили, что изменение температуры и состав воды может вызывать массовую гибель. Местные рыбаки в Тихом океане стали свидетельствами того, как за одну ночь обширные участки океана теряли жизнь. В течение нескольких месяцев исчезло около 30% всей рыбы в регионе. В этом же году в Южной Америке местные жители начали замечать беспокойное поведение дельфинов и других морских млекопитающих. Они массово начали выходить на сушу, что указывало на стресс в водной среде. Исследователи связали это с увеличением кислотности воды и повышением температуры, вызванными расплавлением ледников. Ситуация осложнялась тем, что местные правительства не могли предоставить четкие ответы на вопросы о причинах этих явлений. В результате общественное недовольство росло. В некоторых странах начали возникать протесты, люди требовали от власти информации и действий. Они искали виновных в катастрофе, обвиняя не только правительства своих стран, но и международные организации. В это время в научных кругах начали обсуждать необходимость создания нового подхода к изучению океанов. Ученые призывали к разработке технологий, которые могли бы отслеживать подводные аномалии, предсказывать возможные катастрофы и предотвращать их. Некоторые исследователи начали изучать возможность использования дронов для глубоководных исследований. По мере нарастания тревоги в 2010 году произошел еще один шокирующий инцидент. В Индийском океане внезапно возникло сильное подводное землетрясение, которое вызвало мощное цунами. В результате волны высотой до 30 футов обрушились на побережье, затопив прибрежные города и унесли жизни тысяч людей. Научное сообщество пришло к выводу, что это явление могло быть связано с изменениями, происходящими на дне океана. Мир оказался на грани катастрофы, и ученые понимали, что неизвестные законы природы могут не только угрожать экосистемам, но и ставить под угрозу жизни миллионов людей. С каждым новым открытием становилось ясно, что последствия глобальных изменений выходят за рамки простых экологических вопросов и требуют немедленного вмешательства и ответственных действий. Напряжение возрастало, и человечество столкнулось с необходимостью быстро найти решение, прежде чем станет слишком поздно. В 21 веке мир оказался на пороге экологической катастрофы. Ученые начали фиксировать тревожные знаки, свидетельствующие о разрушительных изменениях в климате и экосистемах. В этот период команда океанографов из Университета в Калифорнии проводила исследования в Тихом океане, когда произошло резкое изменение водного баланса. Экспериментальные устройства зарегистрировали аномально высокие показатели температуры воды, что заставило ученых насторожиться.
В тот же момент в Арктике наблюдения показали, что ледяные шапки тают быстрее, чем ожидалось. В 1998 году лед покрывал около 72% океана, но к 2015 году этот показатель упал до 60%. Эти изменения были связаны с повышением уровня углекислого газа в атмосфере, вызванного человеческой деятельностью. Ученые начали связывать это с повышением частоты аномальных погодных явлений по всему миру. В конце 2010 года в южной части Тихого океана произошло значительное событие. Массированные всплески планктонов, вызванные аномальной температурой воды, стали причиной цветения водорослей. Это явление привело к массовой гибели морской жизни и к тому, что экосистема начала меняться. Местные рыбаки, проводившие свои дни в поисках улова, обнаружили, что привычные виды рыбы исчезли, и вместо них появились токсичные организмы. В это время высокопрофильная конференция в Гренландии собрала ведущих климатологов мира. Участники обсуждали растущее количество климатических катастроф и их влияние на людей. В ходе конференции некоторые ученые начали высказывать мнение о необходимости срочных действий, чтобы обратить вспять процессы, уже начавшиеся в различных уголках планеты. Но среди присутствующих были и скептики, утверждавшие, что последствия уже необратимы. В то же время в океанах продолжали происходить необъяснимые аномалии. В Индийском океане наблюдали случаи странного поведения акул, которые начали массово выходить на берег. Это было неожиданно, так как такие миграции не были характерны для их привычного поведения. Местные власти были вынуждены закрыть пляжи, что привело к экономическим потерям для прибрежных городов. Ситуация накалялась, когда в начале 2011 года ученые зафиксировали еще одно тревожное событие – массовый исход морских птиц с побережья. Сотни тысяч особей покидали свои гнездовья, и это явление стало настоящей загадкой. Исследования показали, что птицы, вероятно, искали новый источник пищи, который исчезал из-за изменений в экосистеме. Каждое событие поднимало уровень тревоги, и мир начал осознавать, что неизведанные законы природы могут иметь разрушительное воздействие на жизнь людей. Ученые продолжали собирать данные, но время шло, и давление на них возрастало. Вопрос не был в том, могли ли они объяснить происходящее, а в том, смогут ли они остановить эту цепную реакцию, прежде чем последствия станут непоправимыми. Напряжение нарастало, и надежда на благоприятный исход становилась все более призрачной. В начале 22 века, когда климатические изменения достигли критической отметки, ученые всего мира собрались для создания системы слежения за айсбергами. Понимание того, насколько опасными могут быть эти ледяные гиганты, стало необходимым для предотвращения будущих катастроф. В этот период произошло несколько инцидентов с кораблями, столкнувшимися с айсбергами, которые усилили давление на правительства стран, занимающихся морскими перевозками. В 2012 году, после резкого повышения температуры воды, в Арктике произошло значительное таяние льдов. Это явление привело к тому, что множество айсбергов, которые когда-то были надежно заморожены, начали свободно перемещаться в открытое море. В результате системы навигации, использовавшиеся для отслеживания их местоположения, оказались недостаточными. Корабли, которые полагались на старые данные, неожиданно сталкивались с новыми угрозами. В это время команда ученых из Соединенных Штатов разработала новую технологию – подводные дроны, способные отслеживать движение айсбергов в реальном времени. Эти устройства были оборудованы сенсорами, которые собирали данные о температуре, плотности и движении льда. Первые тесты начались в Бофортовом море, где сосредоточилась большая часть айсбергов. Дроны работали непрерывно, отправляя информацию о потенциальных угрозах на центральный сервер. В начале 2013 года система слежения показала свои первые результаты. Один из дронов зафиксировал быстрое движение большого айсберга к югу, в сторону круизного маршрута, используемого туристическими судами. Ученые немедленно передали предупреждение, и круизный лайнер был перенаправлен, чтобы избежать столкновения. Это событие показало, что новые технологии могут спасти жизни и предотвратить катастрофы, но ресурсы для их разработки были ограничены. Конференция в Торонто собрала экспертов в области морской навигации и климатологии. На повестке дня стоял вопрос о финансировании и расширении программы слежения за айсбергами.
Однако некоторые страны выразили сомнения в целесообразности выделения средств, указывая на необходимость инвестиций в более насущные социальные нужды. Это создало трение между государствами, которые уже страдали от последствий климатических изменений. Тем временем в Арктике ситуация обострялась. На фоне общего потепления времени для разработки эффективной системы становилось все меньше. В 2014 году в Северном Ледовитом океане произошло новое столкновение. Грузовое судно, полное товаров, столкнулось с незафиксированным айсбергом, что привело к его затоплению. Инцидент вызвал международный резонанс. Ученые понимали, что каждая ошибка может иметь катастрофические последствия. В то же время новые данные, собранные дронами, показывали, что некоторые айсберги разрушались быстрее, чем предполагалось. Это означало, что системы слежения должны были постоянно адаптироваться, чтобы учитывать новые обстоятельства. Ученые работали над улучшением алгоритмов, чтобы обеспечить более точные прогнозы. Каждый день становился критически важным, и мало кто мог предсказать, как быстро ледяные гиганты могут стать угрозой для мореплавателей. Внутри научного комитета нарастало напряжение. С каждым новым инцидентом росло давление на исследователей, и их работа становилась все более напряженной и срочной. Каждое событие подчеркивало, что борьба с изменениями климата и его последствиями требует не только новых технологий, но и готовности всего мира к сотрудничеству, прежде чем станет слишком поздно. В середине 22 века мир столкнулся с новыми угрожающими последствиями изменения климата. Вода в океанах продолжала подниматься, а температуры достигли рекордных значений из-за продолжающегося потепления. Крупные прибрежные города начали понемногу терять свои территории, и жители оказались перед лицом реальной угрозы. В это время в научных кругах стало очевидным, что изменения климата уже влияют на глобальную экономику. В 2015 году в Нью-Йорке были зафиксированы первые массовые наводнения. За короткий промежуток времени уровень воды поднялся настолько, что затопил целые районы. Бедствие затронуло миллионы людей, и многие из них потеряли свои дома. Местное правительство было вынуждено объявить режим бедствия. На фоне хаоса и растерянности жители начали протестовать, требуя от властей эффективных мер по защите от наводнений и информации о будущем. В это же время на другой стороне океана города в Нидерландах, известные своими плотинами, столкнулись с аналогичной ситуацией. Аварийные службы сообщили о том, что плотины не в состоянии выдержать нарастающее давление воды. В результате несколько участков страны были частично затоплены. Местные жители, живущие на побережье, начали переселяться в более безопасные районы, что вызывало напряжение между населением и властями, неспособными справиться с кризисом. В тот же период в Тихом океане на Фиджи произошло еще одно значительное событие. В результате урагана, вызванного изменениями в погодных условиях, был разрушен один из самых крупных курортов, который привлекал туристов со всего мира. Убытки составили миллионы долларов, и многие работники остались без средств к существованию. Этот инцидент стал символом нарастающего влияния климатических изменений на глобальную экономику. Ученые, работающие в различных уголках планеты, начали объединять усилия, чтобы лучше понять последствия изменения климата. В 2016 году они организовали международную конференцию в Сингапуре, где обсуждали глобальные риски, связанные с повышением уровня моря и экстремальными погодными явлениями. На конференции было представлено множество исследований, подтверждающих, что изменения в климате могут привести к экономическим кризисам, миграционным волнениям и даже к конфликтам из-за ресурсов. Тем временем на фоне растущего давления международные организации начали разрабатывать планы по адаптации к новым условиям. Однако в условиях всенарастающего недовольства среди населения многие не верили в эффективность предлагаемых решений. Протесты и беспорядки вспыхнули в крупных городах, где люди требовали от правительств конкретных действий. С ростом социальной напряженности некоторые страны начали вводить жесткие меры контроля над миграцией, что привело к конфликтам на границах и коррупции. Мигранты, флея от наводнений и стихийных бедствий, становились жертвами насилия и дискриминации. Эти события подчеркивали, что изменение климата не только экология, но и вопрос социальной справедливости. С каждым новым инцидентом становилось ясно, что глобальные последствия изменения климата требуют немедленного внимания.
Человечество стояло перед выбором – либо объединиться, чтобы справиться с этой угрозой, либо столкнуться с последствиями, которые могут оказаться разрушительными. Напряжение нарастало, и время на решение проблемы стремительно истекало. В начале 23 века мир оказался на грани катастрофы. Изменения климата привели к тому, что уровень океана продолжал подниматься, и с каждым годом новые земли уходили под воду. В это время группа исследователей из разных стран объединилась для изучения подводных аномалий, которые начали всплывать на поверхность. Их внимание привлекли необычные структуры, обнаруженные на дне океана в районе Бермудского треугольника. В 2018 году во время одной из экспедиций подводный дрон зафиксировал огромные каменные конструкции, напоминающие останки древней цивилизации. Эти структуры, покрытые морскими водорослями и кораллами, были слишком большими и сложными, чтобы быть естественными образованиями. Археологи предположили, что они могут быть частью затонувшего города. Команда погрузилась на глубину, чтобы исследовать находку. В их распоряжении был новейший подводный аппарат, оснащенный высокотехнологичными камерами и сенсорами. По мере приближения к структурам они обнаружили множество артефактов: глиняные сосуды, инструменты и даже остатки древних рисунков на стенах. Ученые с замиранием сердца поняли, что они могли наткнуться на давно утерянную цивилизацию, которая, возможно, существовала до потопа. Погрузившись в изучение, команда стала находить все больше доказательств, подтверждающих существование этой цивилизации. Расшифровка древних надписей на находках указывала на то, что жители этого города знали о рисках, связанных с изменением климата. Эти сведения стали настоящим открытием, но также и источником тревоги. Они подтверждали, что предвестники катастрофы были известны задолго до того, как современные ученые начали изучать изменения климата. В это время на поверхность вышла информация о том, что уровень воды продолжает подниматься быстрее, чем ожидалось. Власти различных стран начали паниковать. Число беженцев, покидающих затопленные районы, возрастало с каждым днем, и общественные волнения достигли своего пика. Ситуация накалялась, и люди искали виновных в катастрофе, указывая на правительство и научное сообщество. Когда команда исследователей решила обнародовать свои находки, они столкнулись с неожиданным сопротивлением. Высокопрофильные интересы, связанные с нефтяной и строительной промышленностью, попытались подавить информацию о затонувшей цивилизации. Они знали, что открытие древних знаний о климате может подорвать их влияние и привести к изменениям в политике. Ученые, оказавшиеся под давлением, рискнули раскрыть свои тайны общественности. В это время, в разгар кризиса, команда приняла решение о проведении пресс-конференции, чтобы рассказать о своих находках и предостеречь человечество от повторения ошибок прошлого. На конференции они представили доказательства, что древние жители знали о последствиях глобального потепления и пытались адаптироваться к изменениям, но не смогли предотвратить катастрофу. Презентация вызвала резкую реакцию общественности. Люди были шокированы, узнав, что древние цивилизации сталкивались с подобными проблемами. Волнение нарастало, и многие начали требовать от правительств немедленных действий. Они требовали, чтобы ученые и политики объединились, чтобы использовать уроки из прошлого для предотвращения будущих катастроф. Кульминационный момент настал, когда исследователи представили последний артефакт — древний свиток, на котором были записаны методы адаптации к изменению климата. Это открытие вызвало надежду на то, что человечество может избежать судьбы затонувшей цивилизации, но требовало немедленных действий и смелости от тех, кто управлял миром. Важность этого момента осознавала вся планета, и теперь выбор оставался за человечеством: либо объединиться и спасти будущее, либо повторить ошибки прошлого. Вскоре после пресс-конференции команда исследователей привлекла внимание всего мира. Обсуждения о древней цивилизации и сценариях будущих катастроф заполнили медиапространство. Ученые, журналисты и активисты начали объединяться, чтобы донести до общества важность уроков, унаследованных от предков. Тем не менее, с ростом интереса усиливалось давление со стороны влиятельных групп, стремящихся подавить неблагоприятные для них открытия. В научных кругах начались интенсивные дебаты о потенциальных последствиях изменений климата. Ученые, опираясь на данные, собранные со всех концов мира, разработали несколько сценариев, которые могли произойти в ближайшие десятилетия. Первым был сценарий резкого подъема уровня океана, который приведет к затоплению прибрежных городов.
Миллионы людей окажутся без крова, что вызовет гуманитарные катастрофы. Второй сценарий касался учащения климатических явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи. Участники конференции осознали, что это может спровоцировать конфликты за ресурсы, поскольку недостаток пресной воды и продовольствия приведет к массовым миграциям и социальным волнениям. Третий сценарий, основанный на древних записях, предполагал циклические катастрофы, связанные с природными явлениями. Ученые начали теоретизировать о возможности новых ледниковых периодов, вызванных потоками холодной воды и тающих арктических льдов. Это могло привести к резкому падению температуры и катастрофическим последствиям для всего человечества. Каждый новый сценарий подчеркивал, что человечество стоит на грани выбора. Нужно либо предпринять меры для предотвращения катастрофы, либо столкнуться с последствиями бездействия. Обсуждения вызвали общественный резонанс, активисты организовывали митинги, требуя от властей немедленных действий. Тем временем власти, стремящиеся сохранить статус-кво, начали кампанию дезинформации, подрывая доверие к ученым и их находкам. Чувство неуверенности охватило общество, и многие начали сомневаться в правдивости представленных данных. Команда ученых продолжала расшифровку древнего свитка, который открывал тайны адаптации. Они обнаружили, что древняя цивилизация разработала системы управления водными ресурсами и методы восстановления экосистем. Эти знания могли стать ключом к решению современных проблем, но их нужно было обнародовать до того, как станет слишком поздно. Кульминационный момент наступил, когда доктор Нора Ли выступила на международной конференции, собравшей мировых лидеров. Она представила результаты своих исследований и призвала к немедленным действиям, чтобы предотвратить повторение катастрофы, которую пережили древние жители. Ее страстная речь, основанная на данных из свитка, была полной решимости и надежды. Она подчеркнула, что человечество уже имело шанс спасти себя, но только при условии, что они смогут объединиться и действовать оперативно. Слова Норы вызвали волну эмоций в зале, и все взгляды устремились к правительственным лидерам. Напряжение достигло своего предела. Этот момент мог стать поворотным в истории человечества, когда выбор между действием и бездействием определит дальнейшее существование цивилизации. Внимание мира было приковано к ним, теперь все зависело от решения, которое они примут. Ситуация накалялась, когда мировые лидеры, собравшиеся в зале конференции, начали обсуждать возможные пути действий после выступления доктора Норы Ли. Обсуждения шли долго, и каждый участник понимал, что от их решений зависит не только будущее отдельных стран, но и всего человечества. Делегаты, выступая за незамедлительные действия, предупреждали о последствиях бездействия. Они ссылались на данные из свитка, подчеркивая, что древняя цивилизация, когда-то процветавшая, не смогла адаптироваться к изменениям в экосистеме и потеряла все. Другие выступали с предложением экономить ресурсы, опасаясь, что резкие действия могут вызвать новые кризисы. Тем не менее, голос Норы произвел впечатление. Она обратилась к собравшимся с призывом объединиться для разработки глобальной стратегии, которая бы учитывала уроки прошлого. Нора предложила создать международную комиссию из ученых, экономистов и экологов, которая бы занялась разработкой мер по адаптации и предотвращению катастроф. Ее идеи начали находить поддержку среди делегатов. Стало очевидно, что только совместными усилиями можно предотвратить катастрофы, угрожающие существованию человечества. Постепенно был выработан общий план. Лидеры стран подписали декларацию о намерениях, в которой обязались увеличить финансирование научных исследований для изучения изменения климата и разработки устойчивых технологий. Они согласились на совместные действия по улучшению систем управления водными ресурсами и восстановлению экосистем. Также был создан резервный фонд для помощи регионам, страдающим от последствий климатических изменений. События конференции стали прорывом в глобальном диалоге о климате. Обсуждения продолжились за пределами зала, на митингах и в новостях, и вскоре активизировалось международное сотрудничество. Страны начали обмениваться технологиями и опытом, чтобы эффективно справляться с возникающими угрозами. В итоге через несколько лет были разработаны новые устойчивые модели, которые учитывали изменения в экосистемах и климате. На практике начали реализовываться методы, описанные в древнем свитке. Сообщества по всему миру начали адаптироваться к новым условиям, восстанавливая экосистемы и улучшая управление водными ресурсами. Успехи вдохновили людей, и возникла новая волна экологической активности.
История о древней цивилизации и их ошибках стала уроком для современного мира. Люди осознали, что игнорирование предупреждений природы может привести к необратимым последствиям. Угроза катастрофы стала реальной, и они нашли в себе волю и решимость действовать. Человечество сделало выбор, и, несмотря на все сложности, начало шаг за шагом двигаться к устойчивому будущему. Этот путь не был легким, но он стал возможным благодаря объединению усилий и пониманию, что только совместными действиями можно не только избежать катастроф, но и создать лучший мир для будущих поколений. Финальные слова Норы Ли о необходимости единства и ответственности остались в памяти людей, напоминая о том, что каждый из них может изменить ход истории.